Привет всем любителям Dota Underworlds. Сегодня я хочу вам рассказать про экономику в этой игре. Так что усаживайтесь поудобнее. Поехали! Итак, в игре есть два основных ресурса. Золото и ХП. Да, ХП тоже является ресурсом, который довольно часто мы используем, чтобы получить больше золота. Но об этом мы поговорим чуть позже, а пока остановимся на золоте. Золото – основной ресурс, с помощью которого мы покупаем и ролим героев, а также апаем левел. Всего в игре есть 5 способов получения золота. Это базовое золото, получаемое перед раундами, золото за победу, за накопление, золото за вин и устрики и золото от предметов. На данный момент это только Мидас. В первую очередь рассмотрим базовое золото, которое дается перед каждым раундом. Перед первым раундом мы получаем 5 золота, перед вторым 4, перед третьим 5, перед четвертым 6 золота, а перед пятым и всеми последующими раундами по 7 золота. Одновременно с этим, при наличии на момент начала раунда у игрока накопления золота, он будет получать по 1 единице золота за каждые 10 золота накоплений, но не более 3. Но это все лирика, которая всем и так известна. Первоочередная же цель этого видео – разобраться в винстриках и устриках и о том, как отыгрывать от них в эрлигейме и когда их стоит учитывать в мидгейме. Для начала сухие цифры. За винстрик из 3 и 4 побед мы получаем 1 единицу дополнительного золота, за 5 и 6 победных раундов по 2 золота, за 7 – 3 и за 8 раундов беспрерывных побед целых 4 золота. В то же время за серию из 3 и 4 поражений мы получаем по 1 дополнительной единице золота, а за поражение в 5 и более раундах подряд мы получаем по 2 золота. При этом за каждое поражение вне зависимости от серии мы получаем 1 дополнительный ролл, который тоже является очень важным ресурсом, которым стоит пользоваться. Теперь давайте уже наконец начнем применять теорию на практике. Многие игроки обращают внимание исключительно на набор золота с накоплений, но забывают о существовании стриков, которые очень часто могут помочь захватить экономическое преимущество в игре и не отпустить его. Конечно же, идеальным исходом для нас будет всегда находиться в винстрике максимальными винками от накоплений, но это довольно утопичный вариант, который возможен только лишь при огромной удаче. В нормальной же игре всегда нужно исходить из ситуации, которая сложилась на нашей доске и досках противников. Нам всегда нужно мониторить силу столов противников и сравнивать их с нашим, чтобы понимать, каким образом мы будем добиваться экономического преимущества. Самый первый раз мы столкнемся с этим выбором уже перед началом третьего раунда. Если мы выиграем первый и второй раунд, то в нашем распоряжении будет 16 золота и дилемма, каким образом их использовать. Чаще всего у нас будет 3 пути. Если наш стол выглядит гораздо сильнее, чем все столы в игре, то имеет смысл сыграть жадно и остаться в инкаме, рассчитывая на то, что наши юниты выиграют любой стол в игре. Если наш стол довольно силен, но полной уверенности в нем нет, то имеет смысл апнуть левел, в надежде, что потеря инкама окупится в победу и винстрик. И если мы понимаем, что стол не станет сильнее с добавлением дополнительной фигуры, то просто сохраняем инкам. Теперь давайте рассмотрим мидгейм. Допустим, у нас есть 7 левел, 31 единица золота, 21 опыта и винстрик из 5 побед. Многие игроки часто не обращают внимания на эти детали и просто оставляют свой инкам в 3, что тоже имеет право на жизнь. Однако, правильным решением будет всегда следить за силой своего стола и столов противников, чтобы быть уверенным в сохранении винстрика. Также очень важно понимать, стоит ли сохранять этот винстрик, теряя накопление, учитывая, что всегда есть шанс просчитаться и в итоге остаться как без золота со стрика, так и с накоплений. Допустим, в этот момент игры мы приходим к выводу, что без усиления стола мы скорее всего потеряем винстрик. В таком случае у нас есть два варианта. Или остаться в инкаме и получить свои дежурные 3 золота, не рискуя ничем, или потратить 15 золота, тем самым лишив себя 2 единиц инкама. Если риск оправдается и нам удастся победить, то в итоге мы получим 2 единицы золота за винстрик, плюс 1 единицу за победу, что в итоге даст нам 4 золота и самое главное продолжение винстрика. Таким образом, обращая внимание на свой стрик, довольно часто можно получить небольшое преимущество над противниками, которое обязательно сыграет свою роль в поздней игре. У всех наверняка были те моменты, когда на последнем роле вылетают нужные герои, но на них не хватает буквально немного. Грамотное управление экономикой как раз и дает эту необходимую разницу. Поговорим о устриках.
У Streak очень интересная механика, которая в некоторой мере вносит баланс в игру и дает возможность выигрывать даже когда в первых раундах очень не везет. В самом начале видео было сказано, что в игре есть два ресурса – золото и хп. Так вот, хп – это тот ресурс, который позволяет нам оставаться в игре и который мы можем обменивать на золото. На этой механике можно и нужно строить стратегию early game, если ваш стол заметно уступает столам противников. Обмен хп на золото происходит довольно просто. В первую очередь необходимо убрать галочку в настройках игры, которая позволит нам выставлять меньше существ, чем позволяет нам уровень. Таким образом мы сможем заведомо ослаблять свой лайнап и намеренно проигрывать, что в итоге даст нам дополнительное золото за устрик. А что самое главное, дополнительные роллы. Так как в первых раундах потери здоровья минимальны, такая стратегия дает шанс пропать нужных героев 2 звезды, не отстать по экономике, вернуться в игру и все еще претендовать на топ-1. Стратегия, когда убираются все герои с доски с намерением проиграть, называется Open Fort, но в ней есть один подвох. В случае, если будучи в Open Fort попадетесь против такого же игрока, то будет ничья, после которой не дадут ни золото за устрик, ни дополнительный ролл. Напоследок стоит сказать и за Мидас. Мидас — это тир 2 айтем, который дает владельцу 30 скорости атаки и 25% шанс получить 1 единицу золота за каждое убийство. Думаю, что на данный момент это один из самых лучших предметов в игре, и он будет оставаться таким при любой мете, только если его не порежет еще сильнее. Мидас применим абсолютно в любом билде, так как абсолютно во всех метовых билдах всегда есть какой-то ярко выраженный герой, который делает наибольшее количество убийств. Подытоживая, можно сказать, что экономическая составляющая игры не такая простая, как кажется на первый взгляд. В каждой игре необходимо находить баланс между потерянным здоровьем и зарабатываемым золотом, исходя из сложившейся ситуации. Но что я могу гарантировать, так это то, что умелое манипулирование своей экономикой непременно поможет вам повысить свой винрейт. Если это видео было вам полезным или хотя бы интересным, то не поленитесь поставить ему лайк. Также пишите в комментариях, что вам понравилось или не понравилось, и что бы вы хотели увидеть в новых видео. До встречи в белом шпиле! Хорошего вам настроения и здоровья!